Всем привет! Мы сегодня с вами нанесем 3 вида замши. Это видео было необходимо как для онлайн, для зрителей канала, так и для розничных покупателей, кто приходит в строительный центр к нам в отдел и спрашивает, в чем разница замши и так далее. В общем, будем наносить вот это и вот это. Смотрите, ставьте лайк, ну и не забывайте писать комментарии. Если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь. Наносим праймер с помощью валика. Вот он, праймер. Наносим хорошо, раскатывая. Валик с мелким ворсом. Без фанатизма. Главное, ничего нигде, чтобы не стекало. Раскатываем хорошо. Цвет уже колерованный. Светленький такой. Наносим в круговую по всем стенам. Оставляем сохнуть примерно на 4 часа. И продолжим. Тут даже ничего не видно, светлый цвет-то плохо видно. Просто краска. Подойду поближе. Как просто покраска. Даже не видно ничего. Вот. Вот так сбоку возьмем. Оставим сохнуть. Первый вариант замши мы будем наносить Камоше Рочча Бианка. Светлый, вот такой приятный очень цвет. Наносить мы будем ее с помощью пластиковой кельмы. Первый слой, он будет тоненький-тоненький, максимально тоненький. В подложку, вот если будете приобретать у нас, вот прям в такой цвет и будем колеровать. Пусть она будет светлее. Так лучше видно даже. И эффект интереснее. Если бы она однотонная была, например. Или вот подложка посветлее, или потемнее. Эффект интереснее. У нас подложка светлее. Кельма пластиковая. Накладываем тонюсенько-тонюсенько. Вообще полупрозрачно. Вот так. Первый слой у нас фоновый. Заканчиваем нанесение. Высыхает первый слой. Ну, примерно тоже часика 4. Он совсем тонюсенький, притонюсенький. И оставим высохнуть. И вернемся. Не переключайтесь. Ну что у нас? Подсох первый слой. И мы наносим второй. Очень-очень тонко. Перекрестными движениями, хаотичными. Это замша Камоше Рочча. Она, ну, кроме того, что она мраморные прожилки может создавать, да, из других видео вы это видели. Так вот, она еще может ложиться как замша мягкая, мелкозернистая, совсем тонюсенькая. И оставлять очень красивые цветовые переходы от кельмы. Вот прямо как, я не знаю, как это объяснить. Очень красиво. Даже чуть ли не на мрамор, что ли, похоже. Сейчас вот нанесем, увидите. Так, попробую я ее все-таки описать. Эта замша очень-очень мягкая. Она мелкозернистая, не крупная. Вот бывает у замши такая фактурка. Вот это нет. Она прямо тоненькая-тоненькая. И когда мы ее наносим кельмой, хаотичными движениями, и у нее остаются такие цветовые красивые переходы, плавные, волнистые линии. При высыхании очень будет видно хорошо. То есть вот эта замша очень хороша при нанесении кельмой. Кистью тоже можно, но особо красивая она кельмой. Вот такой пластиковой кельмой. И смотрите, даже сейчас уже у нас появляется образ. То есть у нас светлый фон. Дальше у нас второй слой. Там, где темнее, он у нас, видите, там, где темнее, вот он погуще.
лег. Пытаемся показать вам при разном освещении, то есть включаем верхние фонари, выключаем, боковые тоже, чтобы вам было видно под разным освещением. Смотрите, как получается уже образ слева. То есть такие очень красивые цветовые переходы получаются. Вот так. И когда высохнет, она будет прямо шикардосная. Шикардосная. И мягкая-мягкая. Даже звук от кельмы слышите? Она мягкая-мягкая. То есть, если бы крупнозернистая замша, да, и она прямо ширк-ширк-ширк, вот так был бы звук. А тут прямо мягко катится. Смотрите, как наносит кельмой аккуратно. Мягко-мягко ведет, и плавными перекрестными движениями он ее укладывает хаотично. И так по всей стене. Заканчиваем нанесение. Спросят обязательно, а как же быть в углах? Угол соседней стены вы можете проклеить деликатным скотчем, деликатной лентой. У нас тоже она есть в продаже. Вы можете при заказе обращаться, спрашивать вот эту ленту тоже. Заказать, кстати, можно товары, перейдя по ссылкам в описании. Сейчас мы наносим слой и оставляем сохнуть до полного высыхания. Пусть это будет 12 часов. И посмотрим, что у нас готово, она не готова. Наносим третий слой максимально тонко. Расход у замши Камоша Рочча примерно 150-200 грамм на квадратный метр. Тонюсенький слой, тонюсенький. Так, вопрос будет, можно ли за 2 слоя. Ну, можно было бы за 2 слоя, но за 3 более эффектно получается. Кстати, обратите внимание, третий слой сменили кельму. Ну, я думаю, что вопрос возникнет, можно ли вообще было, в принципе, металлической наносить. Ну, в целом-то да, можно было просто и металлической, но пластиковая, она такая мягкая-мягкая. Сейчас сменили металлическая, ей можно прямо совсем тоненький слой. Вот для этого взяли. То есть наздир буквально, чтобы только оставались прожилки. Они как облачка. То есть эта замша оставляет облачка. Дымку. Только эта замша оставляет вот такие облачка, такую дымку. Камоша Опака, она зернистенькая. Она очень красивая, матовая, оставляет цветовые переходы, но вот такой дымки она не дает. Это Камоша Рочча. Как раз та самая замша, которая создает вот эти вот прожилки, вот эти вот красивые паутинки. Этот образец вы увидите в торговом зале строительного центра «Гвоздь», отдел ГУРа Декор 108 для жителей Удмуртии. Идет процесс, я уж не снимаю каждое движение руки, но вот итог вы прям можете видеть уже, даже не досохшую. Это очень мне нравится. Я прямо, такой способ нанесения мне прям очень нравится. Заканчиваем. Это будет финишный слой. Покрывать лаком не нужно. Материал уже устойчивый. Его можно использовать для коридора, кухни, гостиной, там детская комната можно.
коридор, кухня, гостиная, спальня, все, то есть все можно, все. Кафе, рестораны, вот представьте, это же просто шикарно, реально. Реально нереально. Реально нереально красиво, вот так. Ждем высыхания и будем продолжать наблюдать другие варианты. Второй вариант нанесения замши, и не только вариант нанесения, но и сама замша, мы будем наносить на маленьком образце. Сегодня у нас 3 вида замши. Разная замша, разный способ нанесения. Тот же самый праймер мы наносим, но колерованный в другой цвет. Окрашиваем и оставляем на 4 часа. Вот это следующий вид замши у нас. Камоша опака. Это замшу. Мы сделали ее потемнее цветом и будем наносить с помощью кисти. Наносим с помощью кисти. Цвет потемнее, подложка также светлее. Под замшу мы сделали подложки посветлее. Отличие. Камоша опака. Замша чуть-чуть крупнее, то есть она более зернистенькая. У нее чуть выше расход, ну скажем так, 200-250 грамм на квадратный метр. И она очень хороша, когда ее наносишь кистью. Она прямо такая вот припушенная получается. Сейчас вы это увидите. У нее есть красивые цветовые переходы, но они не такие явные, как у Камоши Рочи. Красивые такие ненавязчивые переходы. Именно с помощью кисточки она, вот мне так видится. Конечно, можно ее и кельмой. Можно. Но мне вот, например, нравится она с помощью кисти. Наносится в 2 слоя. Первый слой наносим. Спустя небольшое время, там, ну, минут 10, может быть, сухой кисточкой можно будет растушевать. И дальше, после того, как растушевали сухой кистью, разогнали вот эти вот песчиночки у нее, посмотрите, какие. Она прямо очень крутая, очень. После того, как вы ее растушуете, вы уже посмотрите, нужен ли второй слой. Вот мы сейчас нанесли, чуть-чуть подождем. Немножко подождали. Разгоняем песочки. Хаотичными движениями, слегка-слегка касаясь. Вот такая замша. Подсохнет. И еще положим слой. С этой стороны, конечно, неудобно подснимать, потому что рука, здесь движение в кадр попадает. Но в целом вот это все еще первый слой. Разгоняем песочек, и с этой стороны смотрится немножко по-другому. Сейчас она у нас подсохнет, и нужно будет положить второй слой. Ну что, высох у нас слой Камоша опака. Также напомню, что это замша зернистенькая. Немножечко у нее зерна. И мы нанесем еще один слой с помощью кисти. Растушуем также сухой чистой кистью. И она у нас будет полностью готова. Этот обзор, он очень был необходим. Не только в онлайн режиме, но и для покупателей розницы, для жителей города Ижевска, кто приходит в наш магазин и никак не понимает, почему же одна замша стоит 6 тысяч рублей, а другая там, да, 15. Вот мы сейчас вам показываем, демонстрируем способ нанесения и ее вид. Цветов может быть огромное количество, цветовых решений, то есть товар колируется. Но вот так вот она наносится, и вот такие у нее отличия. Эта замша тоже премиум сегмента, как и Камоши Рочи, премиум сегмент. Но она другая, она чуть-чуть бархатистее, зернистее, вот. Я прямо лезу, не даю наносить. Ну а что делать? Я показываю товар. Вот видите, какое зернышко тут? А тут вот, видите, нету. А тут есть. А тут нету. Наносим. Полностью, ну как полностью, на всю стену-то не надо наносить. Вам нужно сухой кистью растушевать, пока не высохло целиком. То есть наносите участок и сухой кисточкой растушевываем. На стене работать полегче. Ну там, во-первых, у вас есть площадь, то есть вы наносите.
двигаетесь дальше, потом возвращаетесь, кисточкой подберете, а мы сейчас будем немножечко ждать подсыхания. Вот так у нас получился полуфабрикат. Немножко времени прошло, минут 10. Берем кисточку и слегка-слегка нажимая, растушевываем песочки такие, как вот знаете, эффект песчаных вихрей бывает. Вот здесь те же самые движения. Мы разгоняем эти пески. Посмотрите, какой получается эффект. Вот. Он как в барханчике такой собирается. Видите? Вот эта замша, она крупнозернистая, и она мягкая тоже. Она не царапает руку. У нее цветовой переход. Сейчас высохнет, будет видно. Вот по этим верхушечкам светлее. Видите как? Вот так. Сейчас мы уберем следы от кисти. Тут главное выбрать момент, чтобы она подсохла достаточно. Замша очень красивая. Она прямо шикарная, идеальная для спальной комнаты, например. То есть она такой покой прямо навевает. Бывают яркие образцы, которые, будоражат, раздражают. А это она прямо покой. Вот кому надо покой? Покой стоит примерно 700 рублей за квадратный метр. Ну, кроме шуток, реклама, не реклама, есть товар у нас в продаже. Можно купить по ссылке в описании, переходите. И есть цвет разный, цветов очень много. Ждем подсыхания. Растушевали, получилось вот так. Она еще сыровата. Сейчас подсохнет, и мы покажем вам ее, как и все остальные замши. И еще один вид замши. Это замша максимально экономная, допустим, да, экономит бюджет. Она, что сказать, у нее расход повыше, у нее чуть-чуть крупнее зерно. Ее можно положить максимально матово, совершенно без переходов. То есть я бы даже сказала, что чтобы оставить какие-то цветовые переходы, нужно будет постараться. Эта замша максимально матовая. Она из 3 видов самая бюджетная, но чуть выше расход у нее, чуть выше. То есть получается, что мы нанесли праймер сейчас, праймер вот такой же, и оставим его сохнуть и будем наносить замшу. Еще один вид замши, называется она Альканта. Это замша побюджетнее. Слышите по зернышку? Зернистенькая. Она не оставляет цветовых переходов. Она максимально однородная получается по цвету. Сейчас мы с вами нанесем тонкий слой на сдир прямо, насколько возможно. Оставим подсохнуть. И вернемся для нанесения второго слоя. Цвет такой взяли серо-синий цвет, хотя по камере он какой-то фиолетовый как будто, но по факту это такой серо-синий цвет. Красивый небесный такой цвет. Жалко, что камера его искажает и передает его каким-то фиолетовым. Хотя вот, поближе-то если смотреть, видно, вот он. Поближе видно, вот такой он. Он прям вот такой, как я его сейчас вижу в кадре. Слышно, что она зернистая, мягкая достаточно. Выровняем, снимем излишки. Чем толще слой, тем выше расход. Оставим высохнуть и вернемся. Второй слой наносим, можно кельмой, конечно, нанести и валиком приподнять шубку. А можно прямо сразу валиком накатать замшу. Так, у нас получилась вот такая вот шубка. И мы теперь подождем минуточек 10 буквально. Так, смотрите.
у нас накатано было валиком. И теперь нам нужно поджать с помощью пластиковой кельмы замшу, оставляя совсем-совсем немного кратеров, совсем чуть-чуть. То есть должна быть матовая плоская поверхность с небольшим количеством углублений. Немножко пригладим крестообразными движениями. Нам нужна гладкая поверхность, гладкая, с небольшими углублениями. Можно периодически кельму протирать. Вот у нас получается замшевая такая поверхность, ну как в полулофтовом, что ли, стиле, так что ли сказать. Вот я так крестообразно, то есть вправо-влево, ой, вниз-вверх, вернее, вниз-вверх руку поворачиваю, и у меня остаются вот такие бороздочки, царапинки, небольшие углубления. Смотрите, не пересушите. Сохнет достаточно быстро она. Нужно поймать именно момент. Так, а теперь, внимание, итоговый вариант. Вариант номер 1. Камоша рочья. Камоша рочья. Вот так она называется. Это просто самая супер-пуперная, самая обалденная замша, вот по моему личному мнению. Я свое мнение только говорю, а вы уже его смотрите, наблюдаете, согласны вы или не согласны. Вот так. В любом цвете. Причем обратите внимание, что вот эти цветовые переходы мы наносили одну и ту же замшу. Одну и ту же, один и тот же цвет мы наносили. Вот так темным выдается она. Вот такие светлые прожилки, такие паутинки. И она же посерединке вот такого коричнево-рыжеватого цвета. Камоша рочья, первый вариант. Ну, давайте уж опишу еще раз. Замша очень мягкая, прямо гладкая-гладкая. Ну, вот, посмотрите, вот она. Она прямо гладенькая. Вот это гладко. Это просто цвет. Вот такая замша. Она прямо очень шикарная, очень прочная. Тоненький-тоненький слой. Требует идеальной подготовки. Замша номер 2, Камоша опака, дает красивый цветовой переход. Он отличается, посмотрите, как та кельмой легла и как это с помощью кисти. Эта замша более зернистая. С помощью кельмы тоже ее можно, но очень красиво она смотрится именно кистью. Опять же, это по моему мнению. Вот если бы я вам делала подборку, я бы вам это так предлагала. Камоша опака. Также колируется во много-много-много цветов. И последний вариант, третий, это замша Альканта. Бюджетная замша достаточно. Абсолютно матовое покрытие, зернистенькое. Расход в среднем, там, допустим, ну, где-то 400 грамм, 300 можно уложиться грамм на квадратный метр. Не оставляет цветовых переходов, но она очень красиво смотрится в объеме. Тут уж есть косяк у меня, это мой косяк, вот это белое. Ну, я его не буду сейчас уже убирать. Это у меня колер сюда залез. Тут у меня инструмента много рядом. В общем, вот так. Очень достойно, красиво на стене. Издалека вы даже не увидите, то есть это просто матовое покрытие. Просто матовое. Вот. А вблизи очень-очень даже симпатично. Очень симпатично. Вот так.
Ну, вот этот вариант мне нравится больше всех. На нем давайте и завершим наш диалог. В общем-то, пишите нам, смотрите. Спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока.